Рассталась с ним 2 года назад. 2 года. Новый мужчина рядом, хороший, любящий, надежный. А она каждую ночь просыпается в 3 часа и думает о бывшем. Не потому, что любит, не потому, что скучает. Она сама не понимает, почему. И вот это почему самое страшное. Когда ты не можешь объяснить, почему не отпускает. Это уже не психология, это кое-что другое. Сегодня я разберу обе стороны, психологическую и энергетическую. И к концу этого видео ты поймешь не только почему не отпускает, ты узнаешь конкретный способ, как это прекратить. Но будь готов, то, что я скажу в середине видео, перевернет твое представление о том, что такое привязанность полностью. Я занимаюсь этой темой больше 15 лет, как нейропсихолог, как практик в области духовных традиций. Почему именно эта тема? Потому что это запрос номер один. Не верни мужу, не сделай, чтобы позвонил, а помоги забыть. Я больше не могу так жить. Люди приходят ко мне, когда перепробовали все варианты, все, психологов, антидепрессанты, новые отношения, переезды, и ничего не помогает, потому что они лечат симптомы. А причина глубже. Иногда намного глубже, чем кажется. Если ты здесь впервые, подпишись и нажми колокольчик. Я разбираю такие темы регулярно, без мистического тумана, конкретно, практично, по делу. И вот что я тебе обещаю. В этом видео будет момент, когда ты скажешь: подожди, так вот, почему? У многих моих клиентов именно в этот момент щелкает понимание. Готов? Давай начнем с того, что знает наука. Без эзотерики, без мистики, чистая нейропсихология. Когда ты любишь человека, в мозге формируется нейрохимическая зависимость. Это не метафора, это буквально. Дофамин, окситоцин, серотонин – 3 вещества, которые твой мозг получает от присутствия этого человека. Когда человек исчезает, мозг реагирует точно так же, как при отмене всяких веществ. Это не я придумал, это исследование Хелен Фишер, томография мозга. У людей после расставания активизируются те же зоны, что и у наркозависимых в период ломки. Буквально на ломке. Твой мозг требует дозу, а дозы нет. И вот что важно. Обычная ломка проходит, мозг адаптируется через 3-6, максимум 12 месяцев. Химия приходит в норму в зависимости от той терапии. Но бывают случаи, когда не приходит. Год, 2, 5, 10 лет. А человек все еще прикован к образу бывшего. Вот тут нейропсихологи разводят руками и говорят: ну, наверное, вы просто недостаточно работали над собой. Удобно, правда? А я говорю, если прошло больше года, если ты реально работал над собой и все равно не отпускает, пора посмотреть на ситуацию шире. И вот тут мы переходим к тому, о чем психологи обычно молчат. Энергетическая привязка. Многие слышали это словосочетание, мало кто понимает, что это на самом деле. Сейчас объясню просто, без лишней мистики. Когда два человека находятся в близких отношениях, между ними формируется энергетический канал. Через этот канал идет обмен. Эмоции, мысли, состояния, энергия. Это нормально. Это естественно. Так работают любые глубокие связи. Когда отношения заканчиваются, в идеале этот канал должен закрыться. Постепенно, естественно, как заживает рана. Но иногда он не закрывает. И вот тут начинается то самое. Ты расстался, ты принял решение, головой все понимаешь, казалось бы. Но что-то внутри тянет обратно, как невидимая нить, как крючок, который воткнули тебе в солнечное сплетение, тянут. Это не ностальгия, это не воспоминания, это физическое ощущение. Многие мои клиенты описывают это одними и теми же словами. Тяжесть в груди, ком в горле, ощущение, что я не весь здесь, что часть меня там с ним, с ней. И знаешь что? Они правы. Часть их энергии действительно там, в незакрытом канале. И пока этот канал открыт, ты будешь терять энергию. Каждый день, как кран, который не закрыли, капает. А ты удивляешься, почему устаешь, почему нет сил на жизнь, почему новые отношения не складываются. Потому что ты подключен к старому каналу, и он качает из тебя ресурс непрерывно. 3 типа привязок, и вот тут начинается самое интересное. Теперь внимание, вот то, о чем я обещал рассказать, то, что перевернет понимание.
Не все привязки одинаковые. Есть 3 типа, и от типа зависит все. Тип первый – естественная привязка. Это нормальная связь, которая просто не завершилась. Незакрытый гештальт, что-то не договорили, не попрощались, расстались на пике конфликта. Эта привязка самая легкая. Она лечится осознанием, работая с психологом, иногда просто разговором. Одним честным разговором. Тип второй – созависимая привязка. Это когда ты привязан не к человеку, а к роли, которую он тебе давал. Спасатель, жертва, родитель, ребенок. Сильный, слабый. Ты скучаешь не по нему, ты скучаешь по себе в тех отношениях, по той версии себя, которая существовала только рядом с ним. Это уже сложнее. Это работа с детскими травмами, с моделями из родительской семьи. Здесь нужен хороший психолог. Или психолог и практик. Это 40% случаев. Самая частая причина. Есть тип третий. Тот, о котором обычные психологи не говорят. Потому что у них нет инструментов для работы с этим. Наведенная привязка. Это когда канал между вами не возник естественно, а был создан намеренно или случайно. Я понимаю, как это звучит, но вот тебе история. Мужчина, 35 лет, расстался с девушкой 4 года назад. 4 года. За это время 3 новых отношений, все 3 развалились по одной причине. Он не мог присутствовать в них физически рядом, мысленно там с бывшей. Был у психолога, был у психиатра, принимал антидепрессанты, медитировал, уехал в другой город. Ничего. Он пришел ко мне и сказал: я чувствую, что не мои мысли, как будто кто-то вложил мне в голову чужую программу, и она крутится без остановки. Мы начали разбирать. Я провел диагностику и обнаружил, на нем стоит энергетическая привязка, сильная, целенаправленная, с конкретной точкой привязки на сердечном центре. Кто ее поставил? Зачем? И главное, как он от нее избавился. Расскажу чуть позже, потому что сначала тебе нужно понять механизм, как отличить, какой из 3 типов у тебя. Итак, как отличить обычную тоску от энергетической привязки? Я дам тебе 5 маркеров, запоминай. Или ставь на паузу и записывай. Маркер первый. Время. Нормальная тоска по бывшему проходит за 3-12 месяцев максимум. Если прошло больше года и при этом ты работал над собой, не сидел на месте, это красный флаг. Маркер второй – навязчивость мыслей. Обычно тоска, она волнообразная. Накатила, отпустила, накатила, отпустила. При энергетической привязке мысли постоянные. Фоновый шум в голове, ты можешь заниматься делами, но фоном всегда он, она, как радио, которое нельзя выключить. Маркер третий – физические симптомы. Тяжесть в груди, ком в горле, необъяснимая усталость, ощущение, что ты не до конца здесь. Если это есть, и врачи не находят причин, обрати внимание. Маркер четвертый – сновидение. Это очень важный маркер. Этот маркер очень точный. При обычной тоске бывший снится иногда, эпизодически. В обычных контекстах. При энергетической привязке он снится регулярно. И во снах одна тема. Ты не можешь уйти, пытаешься, но ноги не идут. Или вы снова вместе, тебе хорошо во сне, а просыпаешься разбитый. Знакомо? Маркер пятый. Влияние на новые отношения. Если ты можешь построить новые отношения, значит привязка слабая или ее нет. Если каждое новое отношение разрушаются без видимой причины, или ты просто не можешь почувствовать интерес к другому человеку, это 5-й маркер. И он, пожалуй, самый тревожный. Проверь себя прямо сейчас, сколько маркеров совпало. У тебя 1-2, скорее всего, обычный незакрытый гештальт. Работа с психологом тебе поможет. 3-4, возможно, созависимость. Нужна уже глубокая проработка. На это уйдет время. Все 5, тогда слушай дальше внимательно. А теперь то, что я обещал. Переворот. Большинство людей думают: я не могу забыть бывшего, потому что я его люблю. Нет. В большинстве случаев это не любовь и даже не привычка. Это страх. Страх потерять часть себя. Объясняю. Когда ты отдавал себя в отношениях,
ты буквально инвестировал свою энергию. Время, внимание, заботу, мечты, планы, надежды. Все это не абстракция, это реально энергетические вложения. И когда отношения рвутся, ты не можешь отпустить не потому, что ты любишь, а потому, что боишься потерять все, что вложил, потерять свои инвестиции. Ты держишься не за человека, ты держишься за свои инвестиции, как бизнесмен, который вложил все в убыточный проект и не может его закрыть, потому что жалко вложенного. В психологии это называется ловушка невозвратных затрат, sunk cost fallacy, а в энергетических практиках это называется потерянный фрагмент души. Часть тебя осталась там, в тех отношениях, в том человеке, в том времени. И пока она там, ты не целый. Ты не можешь жить полноценно. Не можешь любить полноценно, не можешь чувствовать полноценно. Потому что тебя не все здесь. Вот почему психологи часто не могут помочь с этой проблемой. Они работают с тем, что здесь. С твоими мыслями, с твоими эмоциями. Но если часть тебя там, они работают с неполным человеком. Как чинить машину, у которой не хватает половины двигателя? Можно менять масло, можно полировать кузов, но она не поедет. Сначала верни двигатель в полное целое состояние. Сначала верни себя. Хорошо, что делать конкретно? Я дам 3 уровня. От простого к сложному. Уровень первый можно делать самому. И шаг первый: напиши письмо бывшему от руки на бумаге. Не для того, чтобы отправить, для того, чтобы выгрузить все, что внутри. Все без цензуры, злость, обиду, любовь, вину, все, что накопилось, опиши это подробно. Пиши, пока не почувствуешь, пусто. Все выгрузил. Потом сожги это письмо. Именно сожги. Не выбрось, не порви. Его нужно сжечь. Огонь – это трансформация. Это не мистика, это символическое действие, которое мозг воспринимает как завершение. Нейропсихологические ритуальные действия помогают мозгу поставить точку, создать маркер завершения. Шаг второй – верни свои вещи. Не буквально, мысленно. Сядь в тишине, закрой глаза, представь бывшего напротив тебя и скажи: я забираю назад всю свою энергию, все свои мечты, все свои надежды, все, что я вложил в тебя. Я забираю себя обратно. Я возвращаю тебе все, что ты вложил в меня. Я отпускаю это с благодарностью. Многие мои клиенты говорят, что после этой практики чувствуют физическое облегчение. Тяжесть в груди уходит, становится легче дышать. Это первый уровень, его может сделать каждый прямо сегодня. Уровень второй – энергетический. Можно попробовать самому. Техника отсечения привязки. Визуализируй канал между тобой и бывшим. Нить, шнур, веревку, у каждого свой образ. Почувствуй, откуда он идет в твоем теле: грудь, живот, голова, и мысленно обрежь его. Представь огненные ножницы или золотой меч, там, я не знаю, что ты там придумаешь, или просто белый свет, который растворяет эту нить. Сделай глубокий вдох, представь, как место, где была привязка, заполняется твоим собственным светом, твоей энергией. По опыту эту практику стоит повторять несколько раз, 7 дней подряд перед сном. У многих клиентов после 3-4 раза происходит сдвиг. Мысли о бывшем становятся тише, сны меняются, появляется энергия на свою жизнь, наконец-то. Уровень третий. Глубинная работа, и на этом уровне нужен специалист. Если привязка наведенная, если она стоит годами, если самостоятельные практики дают эффект, но через время все возвращается, значит, корень находится намного глубже, значит, канал неестественный, значит, нужна профессиональная диагностика и целенаправленная работа. Это может быть ритуальная работа, работа с защитными предметами, работа с амулетами. Я не буду сейчас углубляться в детали, это тема для отдельного видео, но важно понимать, если 2 первых уровня не сработали, это не значит, что ты безнадежен, это значит, что тебе нужен другой инструмент и другой специалист. И такие инструменты есть. Помнишь того мужчину 35 лет, 4 года не мог забыть? Так вот, когда мы провели диагностику, выяснилась интересная вещь. Его бывшая девушка незадолго до расставания обращалась к одной специалистке
с конкретным запросом. Ритуал гармонизации отношений. Практика восстановления чувств. Проблема в том, что специалистка сделала это грубо, без уважения к свободной воле обоих. В результате канал, который должен был пробудить чувства, приковал его, как цепь. Бывшая давно ушла, давно забыл, живет своей жизнью, а он прикован 4 года. Мы работали 3 месяца поэтапно, аккуратно. Сначала убрали привязку, потом восстановили его собственное энергетическое поле, потом закрыли уязвимость, чтобы не повторилось. Через 3 месяца он написал мне, что впервые за 4 года проснулся без мыслей о ней, просто тишина в голове. И что он забыл, как это тишина в голове. Гарантирую ли я, что так будет у каждого? Нет, никогда не гарантирую. Каждая ситуация уникальна, результаты индивидуальны. Но по моему опыту, когда правильно определен тип привязки и подобран правильный инструмент, изменения происходят часто быстрее, чем человек ожидал. Давай я закрою ту петлю, которую я открыл в начале видео. Женщина 2 года после расставания каждую ночь просыпается в 3 часа. Новый мужчина рядом, а в голове бывший. Знаешь, что выяснилось? Это был не 3-й тип, не наведенная привязка. Это был 2-й, созависимость. Она выросла в семье, где отец ушел, когда ей было 7. И каждое отношение для нее – это подсознательная попытка удержать того, кто может уйти. Она держалась не за бывшего, она держалась за 7-летнюю девочку внутри себя, которая до сих пор стоит у окна и ждет, что папа вернется. И вот это главный инсайт сегодняшнего видео. Иногда ты держишься не за того человека, ты держишься за свою боль. Потому что это боль знакомая, она часть тебя, она была с тобой дольше, чем он. И отпустить бывшего значит отпустить эту часть себя. А это страшно, но необходимо. Потому что пока ты держишься за старую боль, ты не можешь впустить новую любовь. Не ту, которая привязывает, а ту, которая освобождает. Итак, кратко. Первое, невозможность забыть бывшего – это не слабость, это механизм нейрохимический, энергетический, и с ним можно работать. Второе, есть 3 типа привязок. Естественная, созависимая и наведенная. Тип определяет метод необходимой работы. Третье, 5 маркеров помогут тебе определить, что именно у тебя. Пересмотри этот фрагмент и честно ответь себе. Четвертое, первые 2 уровня работы ты сможешь сделать самостоятельно. Сегодня, сейчас, письмо, практика возврата, техника отсечения. Напиши в комментариях, сколько маркеров совпало именно у тебя. Мне правда важно. Не для статистики, а чтобы понимать, какие темы раскрывать глубже. И если ты узнал себя в этом видео, поставь лайк, поделись с тем, кому это сейчас нужно. У каждого есть такой человек, которому необходима поддержка, помощь. Подпишись, если еще не подписан. В следующем видео я разберу конкретные техники отсечения привязок пошагово в деталях с разбором ошибок, которые люди допускают при самостоятельной работе. А если ты чувствуешь, что твоя ситуация сложнее, чем описано в этом видео, ссылка на запись на консультацию в описании. Без давления, просто если нужна помощь, она есть. Ты заслуживаешь быть целым, не половинкой кого-то. Не осколком прошлого, а целым. До встречи.